Александр работал дальнобойщиком. В этот вечер он возвращался домой с дальней поездки, как вдруг посреди дороги выскочил мужчина. «Ты что творишь?» Жить расхотелось, злился водитель. «Простите, ради бога, у меня жена в кустах рожает, помогите, пожалуйста». Не сразу мужчина решился помочь, по семье соскучился, но вспомнив, что у самого две дочери, с соседнего сиденья и отправился за парнем. Не думал Саша, что когда-нибудь станет роды принимать. В лесу родился прекрасный мальчик, он сразу заплакал, его отец разрезал пуповину и помог добраться до машины Александра, а тот в свою очередь повез семью в больницу. На обратном пути мужчина узнал, что новоиспеченного отца зовут Борис. Он был так благодарен за помощь, что решил назвать сына Александром. Он попросил адрес и пообещал приехать, чтобы отблагодарить за помощь. Когда дальнобойщик вернулся домой, то рассказал свою историю семье, которая не понимала, почему глава семейства так сильно задержался. Прошло пару недель, а за калиткой подъехала дорогая машина. Из нее вышел Борис с большой корзиной, а из соседней двери его супруга с ребенком на руках. В корзинке был породистый щенок, которого семья решила подарить Александру и его семейству. Так, семьи, бывало, ездили друг к другу в гости, а шаман рос в храброго защитника. В дальние поездки Александр брал шамана с собой. За 2 года у песика образовалось свое место в кабине и 2 миски для воды и еды, которую хозяин готовил на себя и своего питомца. В этот день Александру предложили очередной заказ, но вещей было настолько много, что часть заняла в кабине. Сначала водитель сопротивлялся, ведь это место шамана, но сумму предложили неплохую, поэтому он решил, что если шаман один раз дома останется, ничего страшного не будет. Когда хозяин уезжал, его питомец сбежал за грузовиком до конца деревни. Но, уже поняв, что хозяин не вернется, шаман отправился на свое любимое место в углу двора. Ближе к обеду Зоя, жена Александра, развешивала белье на сушилке во дворе. Она не сразу восприняла звук за сараем, женщина подумала, что это шаман играет, и продолжила вешать простынь. Но она готова была поклясться, что прощалась с жизнью в тот момент, когда ее кто-то резко схватил за руку и куда-то отдернул. Затем к мужчине присоединился второй, и они потащили бедную женщину в сарай. Женщина лишь понимала, что 2 огромных мужика куда-то ее тащат в сторону сарая. И уже мысленно прощалась со своей честью и достоинством, на зоне таких красавиц, увы, не сыскать. Ухмыльнулся один из них, но ничего, на ней сейчас и отыграемся, поддержал другой. Они дошли до сарая, и по щекам Зойки лились ручьи слез, от ужаса она не могла даже пискнуть. Как только дверь сараю захлопнулась, то в ту же секунду на всю деревню послышался громкий вой волков. Зэки испугались воя и на секунду забыли про женщину, а она в то время бросилась бежать от них в степь, те за ней. Один из зэков догнал девушку и нанес ей удар ножом, но в этот момент на них бросилась стая волков, потерпевшая упала на землю и поползла в сторону. Потом она потеряла сознание. Беспокойство вызывало только глубокая колотая рана от ножа на правом предплечье, но ее уже обработали и зашили. Возможно, в дальнейшем она и будет о себе напоминать, но рука останется рабочей. Скоро потерпевшая должна прийти в себя. Волки же, насытившись, нашли девушку и накрыли ее своими телами. Возможно, они берегли ее на потом, но утром поисковая группа спугнула зверей, и девушку удалось спасти. И не замерзла она тоже потому, что волки ее грели своими телами, иначе на этом морозе она умерла бы уже через несколько часов. Девушка эта выросла на моих глазах, она из особого, если можно так сказать, рода. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.